Путина, ну, естественно, под руководством Галушка, этого Николая, председателя КГБ, где он только им не был председателем. И в Украине он был председателем КГБ, и в Советском Союзе в последнее время, и в РСФСР был при Ельцине председателем КГБ. Ну и он жив, он прекрасно функционирует. И его люди, такие как Сема Могилевич-Шнайдер, Солнцевская группировка и так далее, их очень много. Это целое... Он держал, тот же Галушка, он держал под контролем и того же Филарета, и того же Кравчука, и того же Кучму, и многих, ну и отца Порошенко. То есть он, по сути, и Муху этого, который после него стал, и Марчука. То есть это человек, который практически полностью держал в его руках, были все файлы на всех, так сказать, всю номенклатуру и партийную, и диссидентскую, и творческую, и научную, и медицинскую, кстати. Ну, всех. Все сходилось туда, в КГБ и к этому Галушку. Вот он есть, он все вывез тогда, ему это помог в этом покойный Кравчук, Марчук и так далее. Вот. Ну и Наливайченко вроде, он же нигде не говорит, что он не женат на дочке Мухи. Ну, сказал бы там, что не женат. Естественно, и Могилевич это его человечек был. Поэтому и тогда еще в советские времена, и этот Фирташ его человечек, и Суркис, и Медведчук. То есть практически Галушка это мозг. Мозг это тот, кто сегодня держит вот эти все нити в своих руках. Поэтому вполне возможно, что просто это все, так сказать, одна и та. Ну, понятно, что без Галушка отец Зеленского, ну, никак бы не мог там выезжать за границу. Ясно, что он был в списках КГБ, потому что он, имея вот эту пятую графу в Советском Союзе, да, он выезжал дважды в Монголию с семьей и так далее. Как это может быть? Это практически невозможно. Поэтому он так или иначе должен был проходить собеседование. Ну, это ж понятное дело. Так же, как тот же Порошенко и те, которые на международных отношениях, Тарасюк учился и прочее, они должны были давать подписку о сотрудничестве. Обязательно. Другого не может быть. Просто не может быть. Такая была система создана. Нравится человеку, не нравится, но если он хотел подниматься вверх и занимать определенные посты, он должен был совершать вот такие действия, он должен был обязательно сотрудничать с КГБ в той или иной форме. Пассивной, активной, продвинутой, дать соглашение, подписать как агент и так далее, и так далее, и так далее. Явка тоже известна, он до сих пор стоит, этот недоделанный, так сказать, этот готель на углу Владимирской прорезной возле штаба этой офиса КГБ. Это Лейпциг он когда-то назывался. Поэтому здесь как бы все понятно. Так вот, смотрите, что получается. Что разворачивается вот этот огромнейший коррупционный скандал в Министерстве обороны. Ну и получается, Резніков, он уже напрямую, видимо, все-таки замешан в нем. И вы знаете, что он там объяснял, что там технические ошибки, чтобы концы в воду убрали этого замминистра Резнікова. Вот. И, так сказать, там как-то, ну, не важно, как его фамилия, который типа за это отвечал. Но я думаю, этот номер не пройдет. Я думаю, что сейчас поставят вопрос, что этот министр обороны Резніков, он должен быть отправлен, ну, в принципе, видимо, против него дело начнут. Я не думаю, или с ним что-то должно случиться, потому что он очень много знает, и теперь он становится очень опасен. Видимо, через него шли какие-то огромные потоки денежные. Ну вот смотрите. Очень просто этот Юрий Николов сделал, который первую дал информацию, пройти огромные накрутки по закупкам продовольствия. Это ж наши деньги, это деньги украинцев. Это украденные у нас с вами деньги, у простых граждан Украины. То есть фактически, ну, кстати, чтобы вы понимали, сейчас же Зеленский подписал этот людоедский закон, по которому фактически можно
этих украинских воинов теперь есть право чуть ли не прямо без суда и следствия расстрела. Это такой же закон, как про масс-медиа. То есть он подписан, и это приведет к огромным конфликтам теперь в армии. Потому что, по сути, отдается на верхушке армии отдается полностью вся жизнь воинов. То есть они могут решать, что им с этими воинами делать. Поскольку люди имеют оружие, они же тоже молчать не будут. Они просто будут, если какие-то командиры начнут возникать, они просто их будут уничтожать. То есть тут уже подняли планку. Ну, то есть Зеленский, ему приказали это сделать, он это сделал. Я думаю, причина, почему еще не давали эти, так сказать, танки, леопарды и прочее, это и почему приезжал, я с этого хотел бы все-таки тоже про это сказать. Ну, наверное, сейчас маленько еще сделаю, почему же этот председатель ЦРУ приезжал и так далее. А давайте все-таки про Минобороны. Итак, смотрите, что сделал этот парень Юрий Николов. Это пример. Это надо, другим надо то же самое. Есть куча всяких юристов, там, журналистов. Объединяйтесь, создавайте группы и начинайте их просто на штырь одевать, этих всех государственных чиновников, этих вокруг этой захватившей в Украине власть, вот этот Кривой Рог, 95-й квартал. Надо эту богемную тусовку просто приводить в чувство. Итак, что он показал? Он показал, сделал простую вещь. Он сравнил закупочные цены Минобороны и Госпогранслужбы. Разница получилась в разы. Итак, яйца Минобороны 17 гривен за штуку, а погранцы покупают их от 5 гривен 10 копеек до 6 гривен 60 копеек. Ну как это может быть? Капуста Минобороны 30 гривен килограмм, погранслужба от около 10-17 гривен. Гречка Резняков 83 гривни, Минобороны, погранслужба 53-56. Свекла Минобороны 25 гривен за килограмм, погранслужба 6-13,50. Лук 42 гривни за килограмм. Слышите, что это за такой лук? Да? Погранслужба 17-26 гривен. Масло Минобороны 109 гривен за килограмм. Погранслужба 58 и около 59 гривен за килограмм. Все цены пограничников в 1,5 раза меньше магазинных, ибо оптовые военные их поставках нет магазинных наценок, нет маркетинговых выплат за получение. И там в цену товара также в цену зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин. То есть фактически это открытая форма ограбления госбюджета, которую осуществлял, по сути, значит, Министерство обороны, министр есть Резников. Он должен немедленно, конечно, после этого уйти в отставку, и его надо убрать, Зеленский, немедленно. Если ты его оставишь, значит, ты просто, в доле с ним через Ермака и Татарова. Вот иначе это нельзя объяснить. Значит, вы в доле. Он вам, значит, бабло носил. Вот. Шмигалю навряд ли, потому что это не его парафия. Он вот с этими работает, видимо, которого сейчас на 400 тысяч долларов взяли, и другими. А с Минобороны, значит, это ваши Татаров, или как там он этот самый, и Ермак. Поэтому, если он сейчас не будет, то, в принципе, его надо, видимо, все-таки задержать и начинать открытое расследование. Его надо что, арестовать, наверное, а как? Иначе невозможно, а как иначе? Ну и подходит время, когда надо ставить других людей, и все должно быть гласно. То есть, раз вы считаете, Зеленский, что в день возле Солидара, Солидар потерян, сегодня уже признано, что Солидар захвачен, и украинские войска там они говорят, покинули. Не покинули, а их выбили оттуда. То есть это потерпели поражение.
То есть украинские войска, Зеленский как главный военнокомандующий, и этот, соответственно, Залужный, и все остальные, и этот Генштаб, конечно, совершенно, абсолютно никакой этот Шаптала. Я думаю, он специально там посажен именно для финансовых операций. Это моя точка зрения. Вот, они потерпели поражение, то есть армия потерпела поражение, и украинский народ, который платит с каждого любого дохода 1,5% военного так называемого налога, и Шурма, этот сын Шурмы, который был правая, чуть ли не правая рука того же Медведчука, сегодня он один из самых главнейших в Ермака офисе, это не офис, это вообще незаконная структура, антиконституционная. У Зеленского вообще все антиконституционно, вы заметите, он просто действует как уже, в принципе, надо было бы ему высказывать вотум недоверия, однозначно. И надо начинать процедуру импичмента Зеленского, потому что он нарушил очень много вещей, которые Конституции Украины, прямое нарушение Конституции Украины, поражение граждан Украины в правах, запрет мужчинам выезжать за границу. То есть фактически он действует как антиконституционный диктатор. В 5 статье Конституции это называется узурпация власти. Он расставляет людей, которые вообще никакого отношения не имеют с точки зрения, у них нет даже должностных государственных функций. Это тот же Ермак, тот же Татаров, тот же Шурма и так далее. То есть это все называется антиконституционный мятеж. Зеленский с помощью управляемой им группы под названием «Слуга народа», они захватили антиконституционный Верховный суд. Зеленским они разгромили, это, соответственно, снят глава Конституционного суда, разгромленный Верховный Совет, и они, по сути, установили диктатуру. Поэтому, ну, конечно, надо отменять военное положение, 100%. Вот. И он принят эти законы про про масс-медиа. Это диктаторский закон, я объяснял, и не только я, это все утверждают. И теперь принят закон про аресты, расправы прямые, без суда и следствия, так же как с масс-медиа. Теперь принят закон по военнослужащим. Это приведет к огромному конфликту. Я думаю, будут просто столкновения теперь на уровне военных подразделений. Просто могут застрелить и все. Командира, который позволит себе по-хамски неправильно себя вести. Зеленский совершил совершенную... Ну, он вообще он некомпетентный человек, что он понимает. Ему сказали, подпиши, он его и подписал. То есть первый, ну, если двигаться этим путем, то сегодня, конечно, Резнікова надо немедленно снимать и проводить соответствующее следствие. Ну и надо смотреть, причастны ли к этому Залужный и все остальные, там Наев, Сирский, глава Генштаба, этот Шаптала и так далее. Кто причастен к этим коррупционным схемам? Раз они были в продовольствии, значит они есть по горюче-смазочным материалам. Надо смотреть, как там покупалось, у кого покупалось, запчасти у кого покупались, прочее, заправлялись, чем там, все. Ну и надо и автомобили, закупка автомобилей, где там или конфискация, реквизит. То есть это если здесь вот такая открытая, наглая, открытая, ну по сути это коррупция, как его назвать, то тогда во всех других частях этой системы поставка амуниции, поставка соответствующих материалов, строительных и прочих, значит, это все пронизано коррупцией. Все. То есть, значит, Министерство обороны это просто спрут коррупции, и это кража денег доноров западных стран. Вот и все. А как иначе это Зеленский? Значит, деньги поступают вам, потому что не может же Резніков сам это делать. Не может. Значит, он делает под крышей, ему дано задание. Шмигаль должен про это был знать? Конечно, должен. Тогда все правильно. Кто его поставил? Тогда его Львовский общак поставил. А кто же его мог поставить? Зеленский. Но если Львовский общак, тогда это Сема Могилевич, это Галушка, это КГБ. Значит, Резніков это агент, завербованный КГБ. Вот и все. Очень простенько все. Дорогой ты, Володя. Сегодня ему, кстати, 45 лет. Ему Резніков классный подарок, конечно, сделал. Ну,
Ну, уже видно, 45 лет, это же жене столько, это уже фактически начался закат. Еще чуть-чуть, и уже оно уже, это ж, как бы, тем более в Украине мужчины долго не живут, Зеленский, поэтому это уже фактически сумерки твоей, как говорится, жизни наступают после 45 лет, так что готовься к этому. Вот я вам такой бы небольшой анализ, дорогие мои, сделал. Такой неприятный он, но что делать? То есть украинцев же каждый день убивают, они же вот это те и убивают, которые, они бросают людей туда на мясо, на этот Солидар, на этот Бахмут и в другие места, а сами жируют, поэтому, а как жируют? Просто тырят народные деньги. Потом еще угрожают, что репрессии начнут. А для того, чтобы начать репрессии, их эта шобла, захватившая Верховный высший законодательный орган в Украине, принимает так называемые законы. Ну, то же самое, что Путин. Там банда, тут банда. Это называется бандократия. И прекрасно все Мансур Олсон и прочие все это описали. Это называется государство стационарного или, может быть, кочующего бандита. В нашем случае пока стационарного, но превращается в кочующего бандита. Вот и все. Поэтому по-хорошему, Зеленский, все уже идет к тому, что тебе сделают импичмент. Уже к этому близко. Если сейчас этого Резникова не уберешь, вот ты уже совсем близко к этому будешь. Вот. Не потому, что он там какой-то хороший или плохой. Такова жизнь, понимаете?